Я, как, возможно, и многие из вас, уже посмотрел эту выставку. Если вы этого еще не сделали, то вам советую это сделать, это интересный опыт. Но я это упоминаю не для проформы, потому что, увидев ее вчера, читав что-то заранее, впервые увидев выставку вчера, план моей лекции несколько изменился. И это тоже пример действия объектов и институтов на намерение субъекта. Да? Вот, поэтому я буду говорить о театре и о объектах, о действиях и инсталляциях в связи с литературой, но, может быть, немного отклоняться буду от темы, хотя, надеюсь, не разочаровать и тех, кто ориентировался на заявленную формулировку, на заявленный синопсис и вот материалы, которые в течение какого-то времени публиковались во встрече. Вообще говоря, намерение вот такой гибридизации драматического искусства и выставочного жанра, это намерение мне представляется очень интересным. То есть в буклете выставки говорится о том, что не только театр, но и кино, и музыка, в общем, все временные, так сказать, жанры как-то должны обогатить и войти в контакт с способами экспонирования современного искусства, но прежде всего театр. Да? Вот и первый акт делается командой под названием «Театр взаимных действий». И сами акты у этой выставки есть, они сезоны, например, или секции. В общем, вот за этой идеей гибридизации выставки и постановки я вижу довольно интересную онтологическую позицию, если угодно, объектов и действий. Собственно, в словах «выставка» и «постановка» один корень, да, и объекты, и действия, они прежде всего ставятся или выставляются на обозрение. То есть различие тогда между выставкой и постановкой скорее в приставках и предлогах. Объекты выносят из хранилища на время выставки, а действия ставят на сцене, да, хотя там тоже есть кулисы, из-за которых выходят. То есть, если произведению искусства достаточно быть выставленным в зале экспозиционным, то актерам или тем действующим единицам, которые участвуют в театре, просто выйти из-за кулис, просто быть выставленными недостаточно, они еще должны что-то делать. Да? Они должны как-то действовать на сцене, чтобы драматическое произведение состоялось. Впрочем, уже вот в современном качестве и искусство, и театр сильно выходят из своих берегов, и как мы видим, в том числе на примере этой выставки, и на примере постдраматического театра, происходят какие-то мутации с тем и с другим способом делания. Значит, театр давно не сводится к действиям, да, включая речевые, вот, и очень часто стремится к чему-то вроде театру инсталляции. Опять же, один из тех журналов, выпусков Транслита был посвящен теме драматургии письма, но сейчас, наверное, это не так важно, как сочетание между театром и инсталляцией, и тут скорее нужно помянуть имена Костелуччи или Геббельса, который, кстати, вот в прошлом году, как я, готовясь, обнаружил, в Театре нации неподалеку представлял одну из своих вот таких театральных инсталляций. С другой стороны, современное искусство, да, давно не удовлетворяется жанром объекта и постоянно декларирует действенность оного. Часто очень опосредованную, но все же прагматически заостренную как-то.
Вот. А порой и прямо переходя в перформативное состояние акции, хэппининга или ситуации. То есть, как видите, здесь как по названиям, которые отсылают к 60-м, как минимум, здесь эта гибридизация началась задолго до выставки «Генеральная репетиция», и, в общем, делает ее, может быть, даже не только генеральной репетицией, но уже одной из как бы таких вот поздних реприз во взаимодействии между театром и искусством. Вот. С другой стороны, я собираюсь говорить не об истории искусства и его флуктуирующих жанров, или видов, или способов делать искусство, вот, а скорее вот самой этой оппозиции объектов и действий. То есть я признаю, что на них меня навела именно выставка и ее конструкция, но при этом вот эти процедуры, парные, взаимные процедуры, с одной стороны распредмечивание искусства, а с другой стороны театральные инсталляции, инсталляции не как жанра, да, а как процесса становления театра статичным, скажем. Вот, две эти процедуры заставляют присмотреться повнимательнее к самой метафизической оппозиции объекта и действия. Ну, это ни много ни мало одни из самых древних и как бы таких вот, может быть, самых главных метафизических оппозиций, если действия во многих философиях, во многих философских системах конституировали объекты, да, то есть приводили к их появлению, то за объектами сегодня, во всяком случае, все чаще отмечают способность действовать. Да, если не действия, предшествовавшие их конституированию, то саму их способность действовать. Ну, в качестве такого как бы просто хорошего тона справочного толка нужно, наверное, сказать о том, что эта оппозиция довольно древняя, и как бы совсем к Аристотелю мы не пойдем, но вот несколько примеров, начиная со средних веков, я приведу. И, собственно, те, кого я буду приводить в пример, все читали Аристотеля и думали об этой оппозиции объектов и действий, или актов, как это иногда называлось. Вот такой философ средних веков, как Гийом Оккам или Уильям Оккам, на британский манер, он много где побывал, учился в Британии, но потом в Авиньоне работал, впоследствии как политический беженец, можно сказать, и еретик, и диссидент был перемещен почти в ссылку в Мюнхен, и там, собственно, начал развивать свою философию языка. Так вот, Оккам заставляет конкурировать объекты с интенциональными актами. Да, вот мы опять видим это противопоставление, эту оппозицию. Сначала он склоняется скорее к тому, что когнитивный акт относится к вещам, да, но при этом мысль создает некоторые промежуточные сущности, которые он называл концепты. Но чем дальше, тем больше существующие независимые ментальные объекты, о которых он говорит в своей теории фикции, фиктума, если угодно, все больше эти концепты начинают замещаться актами мысли, к которым он переходит в своей теории акта. Да? То есть вот у товарища два трактата, как бы главных, в которых он как бы сдвигается, смещается все больше от того, чтобы говорить о концептах, да, то есть каких-то ментальных единицах, к действиям разума, к действиям, не знаю, как бы перевести esprit, рассудка, наверное, лучше. Так вот, объект — это скорее то, чем заканчивается движение мысли. А такое понятие, как термин, да, терминус, это есть и дословно остановка. Вот. Ну или, во всяком случае, объект — это нечто, наброшенное мыслью на реальность, согласно Оккаму. Чтобы эту реальность схватить, чтобы ее в каких-то интеллигибельных формах зафиксировать. Собственно, дословно, или точнее этимологически, обже
во французском обозначает нечто брошенное против, да, или наброшенное. Да? То есть jeter — это бросать. Objet — это что-то брошенное против или брошенное, чтобы схватить. Кстати, однокоренное с этим словом project, проект и так далее. Но акт — это, в свою очередь, не столько действие, сколько скорее активация некой потенциальности концепта. Дерево актуализирует нашу когнитивную способность, и здесь было бы неэкономно просто иметь сверх вот этой способности, этого акта, этого проброса еще какую-то сущность, объект. Собственно, имя Оккама ассоциируется обычно в пределах университетской программы с процедурой редукции, да, с так называемой бритвой Оккама и с отказом, с срезанием тех сущностей, тех категорий, которые делают объяснение того или иного феномена менее экономными. Вот. И вот, собственно, здесь происходит очень аккуратное и очень постепенное, но все-таки отказ от вот неких независимых ментальных сущностей в пользу самого акта схватывания, в пользу самого действия разума. Вот. При том, что как бы объект, как элементальный объект, как для любого человека средневековья, для Оккама оставался всегда важен, и даже в случае его философии науки, а была и такая, он всегда говорит о ментальных пропозициях, да, то есть об объектах высказываний научных, которые носят, соответственно, вот такой, опять же, скорее объектный характер. Другой примечательный эпизод, когда акты и объекты как-то концептуально схлестнулись или нахлестывались друг на друга, это уже философия нового времени. И, к примеру, такая теория естественного значения, как ее называл ее автор Джон Лок. Значит, в эту эпоху нужно понимать, что экзегетику текстов, как правило, древних религиозных текстов, все больше теснит экспериментальная наука, и в связи с этим объекты перестают мыслиться исключительно как ментальные сущности. И речь идет о реальных физических объектах, о том, как мы их воспринимаем, как мы их распознаем, узнаем и так далее. Ну, тут вы как бы опять слышите некоторую полифонию различных когнитивных действий, да, которые, опять же, с одной стороны имеют объект своим результатом, с другой стороны противостоят им. Вот. Но от этого заземления действий на конкретные физические объекты метафизическая распря, как вы понимаете, не заканчивается, а только разгорается. Собственно, центральный термин Локка — это не объект и не действие, а скорее идея. Но вся двусмысленность и самого понятия, и того, как Лок им пользовался, нерегулярно, в смысле регулярно, но не последовательно, не позволяет определить, является ли идея, опять же, скорее действиями сознания, да, как бы когнитивными актами, или это скорее объекты, результаты этих актов. Вот. Это невозможно понять даже по его грамматике использования. Иногда он говорит о том, что мы мыслим посредством объектов, а иногда мы говорим, что мы мыслим, то есть посредством идей, да, и тогда это объекты, и тогда это акты. А иногда он говорит, что мы мыслим об идеях, и тогда это объекты. В общем, единственное, что можно сказать здесь с достоверностью об идеях Лока, что они не являются врожденными непосредственно данными, как у Декарта, да, он с ним, собственно, спорил. Хотя это подразумевает тоже некоторую интервенцию сознания, то есть действие сознания, скорее, чем активность самой материи. Вот. Ну, то есть вы видите это постоянную оппозицию, постоянное соревнование между объектами и действиями. Это, может, так прямо и не ведет к истории театра и современного искусства, но интрига, нота, затронутая вот как бы в этой гибридизации, хочу показать, что эта интрига очень древняя и важная.
Вот. Ну, в общем, если знание уже вынуждено иметь дело с объектами, все еще вынуждено иметь дело с объектами и всегда сохраняет связь с эмпирическим опытом, а для Лока, конечно, как британского эмпирика, это было именно так, вот, то вот уже, например, суждения, опять же, об истинности или ложности пропозиций, а все они заканчивали как бы теорией науки, да, они начинали с философии языка или с теологии, а потом как бы в конце корпуса этого компедиума должно было быть некоторая либо натуральная философия, либо теория научного высказывания. И вот чем бы ни были идеи, объектами или действиями, научное высказывание, да, то есть высказывание уже какого-то конкретного субъекта, положения дел в мире, это явно произвол субъекта. То есть, с одной стороны, он опирается на знание вещей, объектов, если угодно, но, с другой стороны, высказывание о них может быть истинным или ложным только в составе вот конкретной пропозиции научной. Вот. Ну и здесь уже слышны раскаты будущей борьбы, значит, констативов и перформативов, которые родом из этой же британской традиции, которая будет разворачиваться в 20 веке и о которой я сейчас не буду рассказывать вам. Вы знаете о ней где-то на более популяризаторской площадке. Важно подытожить, что вся эта диалектика объекта и действия не сводится просто к истории философских абстракций. Она определяет функционирование нашего языка, или точнее наших языков, а следовательно и наших действий, и наших форм жизни. Кстати, языков не только естественных, так называемых, да, когда я употребил во множественном числе, не имел в виду разные национальные языки, но я имел в виду языки в широком смысле слова, вот как формы жизни, да, по выражению еще одного философа. Пресловутая объектно-ориентированная онтология, сознательно или нет, заимствовала свое название у объектно-ориентированного программирования. Точнее, у объектно-ориентированных языков программирования, что вот и позволяет сказать, что грамматика всех языков, не только естественных, она всегда крутится вокруг вот этой оппозиции объектов и действий, или в случае языков программирования операций. Ну, то есть были языки программирования, которые скорее ориентировались на объекты, а были какие-то, которые своим центральным понятием, своим центральным термином скорее операции, ну или действия, да, если угодно. Собственно, история эволюции языков программирования разворачивается в чередовании объекта и операции как центральных терминов, и, возможно, в этом отчасти напоминает эволюцию философских абстракций. Вот, а один из наших товарищей, Михаил Куртов, написал целую книжку о том, как эволюция языков программирования и интерфейсов дублирует, отзеркаливает развитие философских абстракций. Вот Платон, значит, вводит понятие идеи, а там в каком-нибудь в Силиконовой долине много-много столетий спустя происходит создание некоторого понятия аналогичного идеи, да, то есть какого-то объекта. Потом схоластика привилегирует, например, операции, ну, я так очень упрощаю, пересказываю. И, соответственно, в программировании тоже появляется. В общем, отсылаю к книге, которая называется «Генезис графического пользовательского интерфейса. Генеалогии кода». Нас сегодня все-таки будет интересовать не языки программирования, а скорее языки русской литературы. Язык, как вы понимаете, по этому странному сочетанию множественного числа с указанием на конкретный национальный язык, опять же, означает не лингвистическую систему, да, но форму жизни стиля, возможно, который в духе того же натурализма идеи Локка можно понимать как прямое продолжение тела автора. Идеи Локка, если это не прозвучало, они всегда были обязаны не только интервенционизму сознания, но и как бы какой-то диспозиции, предрасположенности материи эти идеи, с этими идеями соприкоснуться, да, и вот как бы какую-то промежуточную ментальную сущность составить. Так вот, стиль, по мнению Барта, например, является такой вот телесной, почти непроизвольной идиосинкразией автора, да, авторского тела.
С другой стороны, он говорит еще об одной непроизвольной, но не индивидуальной, а коллективной стихии, который является социальный код, да, то есть тот самый язык как система. И это тоже не зависит от произвола автора, да, то есть писатель окружает, или точнее пронизает с двух сторон две разные стихии. С одной стороны, это социальный код, да, вот тот самый язык, который фашист, который заставляет употреблять грамматический род, называть возлюбленного именно в этом грамматическом роде, а не в другом. А с другой стороны, изнутри автора рвется наружу какая-то идиосинкратическая эмоция, какая-то материальная стихия, которая тоже, в общем, от него не зависит. То, что зависит от автора, по мнению Барта, это письмо. Вот действие, в котором совершается выбор и политический, и социальный одновременно, Барт называл письмом. Но проблема в том, что, опять же, по-русски этот термин означает одновременно и действие, и объект. То есть письмо — это не только вот то, что в конверте, но это еще и как бы литературная сущность или результат действия письма. Можно разделить, в принципе, действие письмо и действие результат. Письмо процесс и письмо результат, да, как бы так, на манер бенвениста. Вот, но я бы разделил понятие письмо по-другому. Я бы говорил о отношениях жеста и инструмента письма. И эти отношения носят трансдуктивный характер, то есть это такие отношения, которые не могли бы существовать друг без... То есть один термин не может существовать друг без другого, да, а другой без первого. То есть жест и инструмент — это как бы некоторые сущности, которые сразу появляются как взаимосвязанные. Нет жеста без инструмента, нет инструмента без жеста. С одной стороны, очевидно, что вот то, что я предлагаю называть жестом письма, носит, опять же, некий корпоральный характер, а значит, неизбежный характер субъективного действия. Да? С другой стороны, инструмент письма — это ближе к объектам. Во всяком случае, пока инструмент не попадает в руку или на глаза, он и инструментом-то не является, да, это скорее один из многих объектов. Ну, понятно, что здесь как бы намекаю на длительные разбирательства с объектами в объектно-ориентированной философии, но о ней я чуть-чуть позже скажу подробнее. Так вот, жест — это скорее, да, субъективное действие, инструмент до явления пользующегося им, скорее объект. То есть вы видите, что здесь отношения объекта и действия несколько усложняются. Да? Вот, когда мы расщепляем письмо на жестный инструмент, это уже не независимые, да, или не взаимозаменяемые категории, а это сцепленные друг с другом категории. Но тут опять важно сохранять понимание некоторой распределенной агентности. Жест не просто зовет инструмент, но не может возникнуть без него, а инструмент всегда уже подразумевает определенное действие, да, в свернутом виде. Французский философ техники Бернар Стиглер вообще говорит о том, что все инструменты человека носят характер мнемотехники, что ли, являются носителями памяти. То есть еще до того, как появились разные инструменты письма, которые позволили через поколения передавать информацию, культуру и вообще как бы создали другой вид памяти, второй вид памяти, да, к уже существовавшей генетической, чем по некоторым версиям человек отличается от животного. Уже первые палки-копалки и дубины, которыми пользовались первобытные люди, были носителями памяти в том смысле, что они хранили в себе жесты. Да? Палкой-копалкой нужно пользоваться не таким способом, которым нужно пользоваться дубиной, и наоборот. То есть инструменты являются носителями свернутой жестикуляторной памяти,
и в этом смысле человеческого опыта. То есть они уже являются мнемотехниками, даже если они не позволяют в символах, да, запечатлять какие-то сведения. Собственно, единственное, что мы знаем о формах дописьменной жизни, это инструменты, да, по которым мы реконструируем жесты, социальные практики и, в конечном счете, символический мир. Какое это все имеет отношение к литературе? Что мы можем знать о том, что, как это принято называть в школе, хотел сказать автор? Что было в голове у Гоголя, скажем, там, например, или Пушкина, или кого-нибудь еще? Ну, не относиться же всерьез к тому, что говорится в резонерских репликах, да, или в ремарках, как и на выставке, например. Нужно реконструировать жест письма, нужно смотреть на инструмент. То есть нужно взглянуть на то, как девайсами пользовался Гоголь. Я утверждаю, что не только в истории русской литературы, но и в русскоязычной теории литературы такой инструментальный подход уже был легитимирован. Знаменитый манифест формализма «Искусство как прием» переводится на английский язык двояко, как мне недавно объяснили, либо как art as device, либо как вообще art as technique. То есть вот этот хорошо всем знакомый носителям русского языка прием на самом деле является техническим устройством. То есть это не просто абстрактный способ действия, но это письмо, понятое как инструмент, как девайс, который писатель сооружает вдобавок к измерениям вот языкового кода, да, того предсуществующего ему, или той идиосинкразии стиля, которая как бы телесная и тоже не зависит от него. То есть формалистская теория на самом деле очень неохотно и только под занавес начала отмечать какие-то эффекты социальной среды, формы литературной жизни и быта, которые определяли бы произведения, а инструментальные и технические аспекты существования литературного текста и вовсе оказывались за пределами рассмотрения. Но при этом в самом названии ключевого манифеста формалистов, во всяком случае в переводе на английский, отчетливо, и значит, как минимум всеми носителями английского языка, воспринимается как манифест технологизации искусства. Тут мы уже, как вы понимаете, приближаемся к Третьякову. Поэтому мне кажется необходимым расширить последнюю русскоязычную поэтику до медиачувствительной дисциплины. То есть понять искусство не только как прием, но и обратить внимание на тех материальных посредников, которые тоже трудятся над нашими мыслями, как говорил Ницше, которые обеспечивают функционирование этого приема, которые несут память, как всякий инструмент, несут память жестов, память жанра, родовую память, если угодно. Не зря в литературе тоже есть роды и жанры, что чисто генетические, кстати говоря, термины. Вот. Все это необходимо вдобавок к той уже обретенной в целом литературной теории социальной чувствительности, да, в которой все еще пока не достает технологического измерения, технологического видео, да, то есть вот среда, в которой возникает литературное произведение, давно должно быть понято не только социально, но и социотехнически. Существует же выражение «литературная техника». Да, так почему не рассматривать реальное участие технических устройств в создании литературных произведений? Почему понимать технику только метафорически? Тем более, что такой технологический материализм вполне согласуется не только с диалектическим материализмом, но и с классическим сравнительно-историческим методом, да, которым пользуется в литературоведении давным-давно. Каждый писатель, он ведь пользуется разными инструментами, да? Кто-то пером, кто-то печатной машинкой, а кто-то облачными сервисами хранения данных. Очевидно, что и литературная техника эволюционирует не только сообразно пресловутой внутренней логике литературы, а
в некотором взаимодействии вот с этой технологической эволюцией. Да и что это за внутренняя логика литературы? Каковы ее законы? Формалисты в сущности не могли объяснить, кроме как указать на то, что наследство всегда уходит не по прямой линии, а от дяди к племяннику. Да? С периферии жанры мигрируют в центр, но периферия разная, ее много. И по устройству Москвы вы это хорошо знаете. Почему именно эти периферийные жанры мигрируют в центр, а другие периферийные жанры так и остаются на периферии? В конце концов, племянников много, да, дядя один. Социоанализ образца Бурдье здесь добавляет некоторую микросоциальную фактуру. Периферийные жанры начинают представлять некоторые ставки специфического капитала, да, неких претендентов, почти социальные группы. Но это тоже не очень помогает. Словом, как я уже сказал, необходимо заземлить литературную историю не только на социальную, но и на технологическую историю. Тем более, что многие авторы, многие писатели обнаруживают инструментальные и технологические интуиции, которые делают даже формулами своего письма. Так, то, что можно называть инструментальными метафорами, вводят некоторые измерения действия с помощью того или иного объекта. Да, обратите внимание, как здесь снова сочетаются две эти категории. Действие и объект. То есть многие писатели, и вы знаете, конечно, про них, сооружают какой-то воображаемый жестикуляционно-инструментальный аппарат. Ну, кто не слышал там о требовании, почти техническом требовании, приравнять штык к перу? Да? Что это за аппарат такой должен быть? Кто не слышал о том, чтобы создавать такие поэтические, подразумевается, объекты, которые, будучи брошены в окно, должны его разбивать? Впрочем, опять же, все это очень разные типы действий и очень разные типы инструментов. То, что будет делать с помощью слов артист лопаты, это формула Шаламова, будет явно отличаться от того, кто философствует молотом. Да? Все это разные действия при помощи слов, но действия поняты равноинструментально и жестикуляторно. Впрочем, вот все эти инструментальные метафоры, которые я перечислил и о которых я подробнее говорю в статье «Жест и инструмент», вот в последнем выпуске тоже Транслита, все они носят несколько такой воображаемый характер и не учитывают как раз своей реальной медиатехнологической среды и своего реального медиатехнологического субстрата. Чтобы понять, что пользуешься не молотом при написании своих философских текстов, а с печатной машинки, нужно почувствовать больше вкус не к метафоре, а к метонимии. И вот такой технологической чувствительностью, собственно, и обладали как раз ближайшие соратники формалистов и футуристов, называли себя фактографы. И, может быть, их даже можно назвать племянниками футуристов и формалистов, к которым ушло некое наследство. Фактографы издавали журнал «Новый лев», которому, соответственно, предшествовал просто журнал «Лев». Но вот литературные интуиции, литературные манифесты вот скорее вот в этом существовали. Первый «Лев» был посвящен в основном вопросам распредмечивания, почти как на этой выставке, объектов искусства, или точнее превращения их в полезные объекты, да, из картин в некоторые утилитарные, растворенные в повседневной практике объекты. И вот «Новый лев», существовавший в 27-м, 28-м и чуть-чуть в 29-м году, должен был проделать нечто похожее с литературными объектами. Да? То есть на место литературы торжественной или трагической, ну, так или иначе центрированной вокруг человека, создать литературу, которая будет описывать факты, литературу фактов. И, кстати, здесь тоже есть, как вы видите, как вы слышите, возможно, из этого словосочетания, некоторая двусмысленность. Да, литература факта — это вот то, что немецкие романтики называли двусмысленным генитивом, да, то есть не совсем понятно,
из этого выражения, кто здесь действует, литература или факт. Это литература, которая движется в некотором документальном намерении в сторону фактов, да, которые уже есть и нужно только документировать. Или это, наоборот, опять сами факты рефлексорно производят какой-то новый тип литературы. А такие акценты тоже присутствуют вот у товарищей, чьи фамилии здесь перечислены. Например, если я не путаю, Тренин говорит о очерке искреннем как рефлекс. Да, и мы здесь понимаем, что уже не так много зависит, собственно, от автора, да, которому раньше нужно было прилагать усилия, чтобы раскопать некоторую спиритуальную истину. А сейчас вот он скорее в таком бихевиористском духе действует, да, он искренен как рефлекс. И здесь вот все то, что я говорил о Локе и эмпирической философии, начинает играть с новыми красками, я надеюсь. Так или иначе, в словосочетании литература факта или фактография, точнее, как это называли тогда, отчетливо слышны технологические акценты. Да? То есть фактография — это дословно запись фактов, которая осуществляется уже не столько человеческим сознанием, сколько неким техническим устройством. Есть в некоторых языках есть два слова для записи. Да? Это запись, вот, которую делают в регистре, там, бухгалтер, например, а есть запись, которую производит аппарат. Литературу факта обычно переводят, точнее слово фактография обычно переводят именно как то, что записывается аппаратами. Хотя между самим аппаратом и бюрократической процедурой тоже, конечно, есть некоторая связь этимологическая в том числе. Итак, здесь мы видим, что во всяком случае при записи фактов человек должен сотрудничать, человеческое сознание сотрудничает с каким-то техническим устройством. Да? Они существуют в некой единой операторной цепочке. Он инструментом больше не пользуется. Да? Человеческое сознание больше не использует что-то, от чего оно, возможно, могло бы отказаться, да? Чтобы истину молвить. И в то же время оно полностью не передает инициативу аппарату. Это все-таки не сейсмограф. Хотя это тоже интересная инструментальная или технологическая метафора литературы. Но это другой случай. Итак, если в операторную цепочку входит уже не только человек, но и аппараты, то есть, например, такие гибридные образования, или даже такие гибридные образования, как человек с киноаппаратом. Да, вы понимаете, что если человек с киноаппаратом, то это уже давно не поэт с пером, который он мог к чему-то там воображаемо приравнивать, или со стихотворением, которое можно было куда-то бросить. Это уже некоторая симбиотическая единица, некоторая симбиотическая конструкция, в которой само действие кино- или литературной фотографии, именно так это называлось, и, собственно, Вертов был, ну, грубо говоря, союзником в соседнем искусства, и обычно это называлось через запятую кино- и литературная фотография. Так вот, в этой конструкции, в этом симбиозе предполагается, что само действие кино- или литературной записи распределяется между человеческой и технической агентностью. Другими словами, литература факта была первой технологически чувствительной интуицией в русской литературе. Именно с ней то, что раньше называлось литературным ремеслом, опять же, вы слышите, да, не индустрией, было осмысленно и технически, ну и в частности в индустриальных терминах, как взаимодействие определенных человеческих жестов и участие инструментов, аппаратов, как угодно, письма или записи. Рассматривать общественное производство в случае, если уже сама литература понята как техника, нужно тем более социотехнически. И, кстати, опять же, в самой фразе «общественное производство» слышите практический перевод вот этого определения социотехнической сборки. Да? Это и общественное, и производство. Производство, которое всегда технично. По задумке главного
идеолога литературы факта Сергея Михайловича Третьякова. В этом литературном способе действия, способе обращения со словами и с аппаратами одновременно нужно уже не только передавать компетенцию сбора материала на места. Да? Именно такую модель, к слову, предлагал Платонов в «Фабрике литературы». Да? Он говорил о большом количестве литкоров. Вот в литературе факта будут уже рабкоры, да? И это тоже важная трансформация. У Платонова за год до образования нового Лефа в манифесте «Фабрика литературы» литкоры должны как бы собирать, как пчелы, некоторый материал, который потом все-таки будет монтировать мастер. Да? То есть у Платонова уже есть интуиция вот этой распределенной агентности, да, во всяком случае на уровне сбора материала, хотя потом все и собирается не только человеком, но и человеком высококвалифицированным. Так вот, литература факта, двигаясь дальше, предлагает не только делегировать сбор материала, но и саму функцию скрепления материала передать от людей к вещам. Здесь многое что повлияло на это решение, в частности, заданный Шкловским вопрос, как мы будем скреплять внесюжетные вещи. Да, то есть внесюжетная проза уже поставлена на повестку дня формалистами, но пока мотивировка ее скрепления, способ вот почти технического, да, соединения с помощью заклепок там, и всего остального еще не придумана. Вот литература факта и журнал «Новый Лев», в редакцию которого входил Шкловский, как я, возможно, не успел отметить, ну и довольно активно писал в него. Вот эта группа, в общем, предложила такой способ сборки литературных текстов или выстраивания сюжета, в котором ведущий герой уже не будет поглощать и субъективировать всю действительность, а произведение будет строиться по методу биографии вещи. Этот текст Третьякова не был опубликован ни в одном из номеров журнала «Новый Лев», обложки которого еще будут мелькать, там вы увидите, я несколько выбрал. Он был опубликован в 1929 году в таком сборнике, он назывался «Первый», но он же оказался и последним, сборников материалов работников Лефа. Потом он был переиздан в 2000 году, вот обложка поменьше. И это что-то вроде подведения итогов. Да, 1929 году движение литературы факта, с одной стороны, бесконечно выплеснулось за пределы редакции, и во многом, как опять с теми же актами сознания и объектами сознания, шло и само по себе, да, как бы из инициативных элементов в народных массах. А с другой стороны, теория, конечно, производилась Новым Лефом, и вот такое вот взаимное, опять же, движение навстречу друг другу, почти как театр взаимных действий. Он к 1929 году, конечно, уже несложно сказать, то ли расстроился, да, то ли как бы пошел в народ, то ли Новый Лев потерял управление. Вот, ну, вы понимаете, это год Великого Перелома, так называемый, то есть там через год не станет Маяковского, и, в общем, все это закончится, но вот этот сборник подводит какой-то очень важный теоретический итог существованию журнала «Новый Лев», и там, соответственно, публикуется вот эта важнейшая библиография Третьякова, статья «Биография вещи». Несколько цитат из нее. Чтобы проверить, насколько силен идеализм в романе, пишет Третьяков, достаточно посмотреть, какую относительную весомость в нем имеет мир объективный, мир вещей и процессов, и мир субъективный, мир эмоций и переживаний. Классического романиста человек не интересует как соучастник хозяйственного процесса. Обычно о том, что они делают и как они делают, люди имеется в виду, говорится минимальное количество строк. Вот, то есть вот здесь вы видите уже как бы фронт прочерчен. Это один из первых абзацев. Третьяков начинает критиковать классическую литературу, классическую русскую литературу, разумеется, которую критиковал и Шаламов впоследствии, называвший Третьякова, ну если не своим учителем, то себя прошедшим школу литературы факта. Вот.
И, в общем, его тоже можно назвать лагерным корреспондентом, если угодно. Так вот, обращая свои инвективы к традиции русской литературы, слишком идеализировавшей, субъективировавшей все процессы, Третьяков, в частности, до Шаламова, начинает свой коперниканский переворот с переопределения героя, да, как делающего нечто, как никогда не бывшего, да, но теперь определяемого как делающего нечто соучастника хозяйственного процесса. Ну и это как бы кажется каким-то скучным советским языком, ну хозяйственный, ну процесс, что такого-то. Однако тут важно, что внимание по необходимости переключается не только со страстей, да, такого трагического героя на мир вещей и процессов, но они входят в какой-то тоже симбиоз очень важный. Это не просто новый роман, в котором, как мы знаем, именно объекты, именно вещи будут править бал. И это совпадет с бумом производства первых индустриальных товаров. Здесь человек у Третьякова как-то сплетен с вещами и процессами, он как-то включен в этот, он является соучастником, да, этой инфраструктуры, его агентом, не его автором, не его бенефициаром, а одним из звеньев этого конвейера, как сейчас вы увидите. Характерно, что Третьякова здесь интересуют не только квоты, вообще не квоты монументального изображения трудящегося героя, и говорит он не о трудовом подвиге, как было принято в ту эпоху, не о новом пролетарском живом человеке, споры о котором шли и доходили даже до Нового Лефа. Нет, он говорит о человеке в труде. Да, это дословная цитата. Сейчас будет следующий. И вот здесь уже чисто грамматически вы видите, что человек тоже как бы растворяется в процессе или в среде. Это не героический автор, субъект подвига, да, трудового. Это человек в труде. И такая процессуальная субъективность подразумевает, кроме прочего, включенность индивида в этот самый мир вещей и процессов наравне, а не в качестве автора, да, наравне с другими факторами и акторами фабрикации вещей. Следующая цитата, тоже прочитаю. Композиционная структура биографии вещи представляет собой конвейер, по которому движется сырьевая единица под человеческими усилиями, превращающаяся в полезный продукт. Люди подходят к вещам на поперечных сечениях конвейера. Каждое сечение приносит, новые группы людей. Они соприкасаются с вещью именно своей социальной стороной, своими производственными навыками. И вот вы видите, да, что здесь человек уже не просто как-то заигрывает своими привилегиями, да, и делится там с вещами и процессами. Нет, он уже оттеснен, и он уже только подходит к этому социотехническому конвейеру, по магистрали которого движется не только вещь производимая, но и, собственно, сюжетное повествование. Как вы понимаете, Третьяков ставит, как вещи в советском производстве устроены, о том, как советская литература, настоящая советская литература должна строиться и какой она ни стала. Конвейер, как вы понимаете, это индустриальный предок сети. Да, вот Латур, о котором, конечно, здесь как бы придется сказать, и кто является автором, собственно, половины заголовка социотехнические сборки, да, это его понятие. Я применяю здесь к конвейеру, потому что до вот такой вот резюматической конструкции, структуры, где связано все со всем, постструктуры, был конвейер. И Третьяков, он, конечно, мыслит еще линейно, да, но он мыслит одновременно постгуманистично. Сейчас вы увидите. Значит, по этому конвейеру, по предку этой сети движутся вещи, и одновременно он, да, то есть само устройство этого конвейера распределяет действия, в том числе повествовательные действия. То есть здесь нужно понимать, что Третьяков как бы всегда играет на двух полях. Если героем старой литературы
которые там находились в ситуации кризиса пространства, как это тоже Барт называл, нужно было куда-то экстренно уезжать и потом разочарованно возвращаться, то со сменой вот этой точки фокализации герою уже не нужно никуда уезжать, он уже в принципе только подходит, да, как бы к социотехническому конвейеру, и в его движении мы видим вот эти коллективы, да, смешанные социотехнические коллективы. Это еще напоминает внутрилитературную интуицию передачи привилегий от главных героев, и в частности таких трагических, как Гамлет, каким-то второстепенным. В пьесе Розенкранца «Гендельстерн мертвы» вот как бы происходит именно это. Так вот, литература факта, которая была раньше, одновременно оказывается радикальнее этого драматического эксперимента, потому что там, как бы, ну, грубо говоря, не то, что повествование ведется, но главным героем оказывается уже даже не второстепенный персонаж, а вот некоторая деталь, да, которая проходит по этому социотехническому конвейеру и, значит, аккумулирует человеческие навыки в себе, как это назвал бы Стиглер, да, переносит память о них, аккумулирует человеческий труд и как бы вот превращается в такой одновременно в главного героя русской литературы. Следующая цитата. Продольное сечение, это продольное сечение людской массы есть классовое сечение. Хозяева и работники не катастрофически встречаются, а органически соприкасаются. Революция на вечном конвейере прозвучит жестче, убедительнее и массовее, ибо в биографии вещи обязательно участвуют массы. То есть, как видите, здесь Третьяков борется, да, то есть видно, что он спорит с кем-то, спорит он с тем, кто прославляет революцию, просто и не только не замечая производства, но и не замечая тех трансформаций литературного производства, которые тоже должны были бы произойти. Он спорит с теми, кого мы обычно называем скучными советскими авторами, да, и за которыми, и кроме которых мы часто не видим тех интуиций, тех технологических интуиций и в отношении литературы, и в отношении общественного производства, которые вот в этом движении, в частности в этом тексте, звучат. В известном смысле Третьяков предлагает вообще отказаться от манихейского деления, да, вот на революционные настроенные массы, которые уже к 29 году стали штампом, и контрреволюционных элементов, которые тоже уже стали не раз аргументом для чистки. Вот. Он предлагает увидеть на месте этого разрыва некий вполне естественный производственный контекст, какой-то контакт производственный, который скрывал более принципиальный нововременной раздел между действующими людьми и испытывающими действия вещами. Да? То есть он не только задвигает здесь вот тех рутинеров, как это потом назовет Беньямин, рутинеров литературных, которые будут все еще писать о революционно настроенных массах и контрреволюционных элементах, да, но он как бы переопределяет фронт. Он сохраняет как бы важность, значит, понимания революционной борьбы, но фронт проводит так, что он очень напоминает вот тот самый фронт, опять же, который Латур пытался указать, и, в общем, скорее ему это получилось, в отличие от Третьякова, в свою эпоху. Он не был понят, как, к сожалению, приходится прибегнуть к этой ностальгической формуле. Так вот, Третьяков призывает увидеть в классовом конфликте, в разрезе производства вещей, и, может быть, даже включая вещи, в качестве одного из акторов этой контроверзии. Да? То есть здесь появляется мощно, начинает присутствовать вот как бы третий тип актора, кроме революционно настроенных масс и контрреволюционных элементов, а может быть, они вместе скапливаются в какой-то такой общей, неразличимую человеческую массу, различия между которой не так принципиальны, как сходство. И принципиальное различие не столько между революционно настроенными и контрреволюционными массами или элементами, их меньше всегда, да, как между вещами и людьми, вещами, которым еще вообще не давали прозвучать.
И в этом смысле это, конечно, радикализация советской революции, радикализация коммунистической революции, в которой освобожден быть должен не только человек, причем во всех разновидностях, да, женщина, ребенок и те, кого сейчас принято называть людьми с ограниченными физическими или психическими способностями. Все это как бы у всех этих лиц, групп были свои советские теоретики, пытавшиеся и частично преуспевшие в том, чтобы их достоинство как бы было признано. Так вот, кроме всех разновидностей людей, здесь Третьяков предлагает коммунистически освободить самому вещь. Но это не вещь вот как бы инертная, да, которая лежит в углу и ждет эмансипации, а это производящаяся вещь и одновременно производящая людей. Вот в следующей цитате это опять очень хорошо видно. Нам настоятельно нужны книги о наших экономических ресурсах, о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. Больше того, самый человек предстанет перед глазами в новом полноценном виде, если мы его пропустим по повествовательному конвейеру как вещь. Вот, то есть вы видите, да, что здесь вот то, что я говорил об инструменте и жесте на материале литературы, подтверждается. Да, то есть вещи — это не просто то, с чего нужно переместить внимание, да, которое раньше, то, на что нужно переместить внимание, которое раньше уделялось людям, трагическим героям и прочему. Нет, это некоторые аккумуляции, некоторые эссенции человеческих навыков и умений, которые как бы свернуты в эту вещь и которые переносят, как третий вид памяти, эпифилогенетической ее назовет Бернар Стиглер, к следующим поколениям. Да, то есть вещь — это то, что хранит действия людей. Да, и они больше не противопоставлены друг другу, как в средневековой философии языка или философии естественного значения нового времени. Хотя там тоже к этому были подступы и догадки о том, что они как-то интересно диалектически связаны, объекты и действия. Так вот, здесь мы видим, что вещь уже содержит в себе аффордансы, да, то, что американские прагматические философы будут называть аффордансами. И это примерно в то же время, что происходит, что и вот эти тексты. В общем, для точного описания, как вы уже поняли, нужно не просто перенести акцент человека на изолированную вещь, но рассмотреть и то, и другое как звенья одной цепи, одного конвейера, да, или одной операторной цепочки, как это называет антрополог Андре Леруа-Гуран, и соображение которого о жесте и инструменте тоже этому очень созвучны. Не только люди создают вещи, но и вещи производят человека. Здесь вы видите в этой цитате, Третьяков еще как бы, у него не поворачивается язык, так сказать, да? Он как бы тавтологизирует. Он говорит о вещах, которые делаются людьми, и о людях, которые делают вещи. Это одно и то же. Да? Он не говорит о вещах как действующих агентах, но в сущности эта интуиция здесь уже присутствует. Именно потому их и нужно учесть и дать вещам этот голос, который в пределе будет политическим. Да? Права на онтологическое существование, да, или признание онтологических прав, оно как бы всегда предшествует и наделению политическими правами. Еще недавно вопрос прав некоторых разновидностей людей, как я это назвал, или, скажем, роботов вызывал как бы смех в зале, а сегодня мы действительно не совсем понимаем, кто является агентом действия, когда телефон, например, находится в кармане и рассылает уже написанную смс, но не отправленную. Или вот, ну, я думаю, что на следующей лекции Виктор Вахштайн будет много говорить о таких вот непрозрачных ситуациях, в которых действует то ли человек, то ли вещь, то ли они вместе. И вот признание заданности человеческих взаимодействий вещами ведет, конечно, к пересмотру не только этического протокола, да, это не только вопрос, кто виноват, кого судить, если автоматический автомобиль задавил пешехода. Это в пределе ведет и к пересмотру социальной конструкции, да, и, значит, тем политическим протоколам, которым существуют и вещи, и люди.
С другой стороны, вот в этой фразе вы видите, что предложение пропустить человека по повествовательному конвейеру как вещь может быть воспринято несколько настороженно, особенно либеральной аудиторией. То есть это звучит вот очень по-сталинистски, я бы даже сказал, да, как, и вообще трагически отсылает к судьбе самого Третьякова. Но на самом деле в этом уподоблении человека вещи заключено некоторое освобождение для обоих. Еще один французский философ техники, Жильбер Симондон, будет говорить квазикантиански о некоторой этике, которая должна быть выстроена в обращении с техническими объектами. Насколько можно дословно это перевести с французского, он говорит о том, что к человеку необходимо относиться по меньшей мере как к механизму. Да? То есть вы опять слышите контринтуитивную здесь формулу. Не вот с вещами нужно там аккуратно быть, и как человеком добрыми. Нет, наоборот. Это человек такой механизм, который должны быть распространены некоторые базовые этические протоколы. В общем, техника обычно кажется ведь человеку очень простой и знакомой. И вообще низкий уровень технической культуры, часто ли, кстати, слышите это словосочетание техническая культура, когда-то так назывались целые издания. Вот этот низкий уровень технической культуры вообще не представляется проблемой нам, пользующимся какими-то девайсами, устройство которых нам не до конца или вообще непонятно. Напротив, дефицит художественной эрудиции объявляется катастрофой. Вот. Симондон здесь может быть полезен в том, чтобы объяснить, что и технические факты, и факты культуры являются в равной степени человеческими. Да? Или человек является одновременно не только культурным агентом, одним из, но и техническим. И здесь необходимо выйти, что ли, за узкие пределы простого использования технических объектов людьми, к которым обычно их сводят. Логика использования вообще оказывается сильно второстепенной, двоюродной по отношению к изобретению схем функционирования, как это называется вот в этой традиции, французской традиции философии и техники. Другими словами, начав со спецификации вот эволюции литературного факта, как понятие тоже скорее технического, а не только философского, мы сталкиваемся с тем, что это понятие заставляет нас обратиться к эволюции техники, как вы видите. Вообще можно даже говорить о психоанализе техничности, который должен позволить практиковать какой-то экзорцизм, если угодно, и вычесть из мысли о технике все те фантазии, социальные, экономические фантазии, которые связаны с использованием, которые она получила как слишком чужеродное или, наоборот, как слишком подручное. Технический объект должен быть, согласно Сергею Третьякову, а вслед за ним Симондону и Стиглеру, должен быть интегрирован в культуру не как чистый объект и не как чистое средство, но как вещь, обучающая участию. Да? То есть, опять, как инструмент, который хранит, аккумулирует человеческое знание, жесты, в конечном счете является мнемотехникой. То есть объект, он не только конденсирует человеческие усилия, которые привели к его производству, но и как бы хранит потенциальность будущего действия. По аналогии с этим, литературный объект, как его понимает Третьяков, является одним из подвидов технического. И этому есть как бы серьезные там, теоретические основания. Тогда литературный объект также должен был бы служить не только и не столько передачей мысли автора, так называемого, или какой-то ценной информации, но включать читателей в широкую сеть действующих единиц некого социотехнического или социалистического производства. В заключение я хотел бы обратиться, наверное, к двум оговоркам, которые следует сделать, чтобы не спутать теорию вещи, теорию литературной вещи, литературного объекта с тем, что из себя представляет, с одной стороны, капитализм, с другой стороны, объектно-ориентированная онтология. Вот когда мы вчера ходили по выставке, я обратил внимание на работу, в которой использован текст Милтона Фридмана, одного из пророков
свободного рынка, в котором описывается, сама работа посвящена сложному коду, как этот текст деградирует, но если вы прочитаете этот текст, я не буду сейчас его цитировать, уже мало времени остается, то в нем говорится в таком вот почти философском духе, говорится о том, что вот в руках высказывающегося карандаш, который никто не смог произвести в одиночку. Вот в нем и зимбабвийские леса, и грифель из Южной Африки или откуда-то еще, а также колпачок или стирательная резинка, которая, скорее всего, произведена в Малайзии. На самом деле Фридман толком не знает, где что произведено, и это характерно. Да? Третьяков как бы говорил с большим знанием дела о том социотехническом конвейере, на котором производятся и вещи, и люди. Так вот, вот это описание, которое, конечно же, заканчивается проповедью свободного рынка и аргументом, что только, значит, вот эта невидимая рука может так хорошо организовать, значит, бедняк и в Южной Африке, и в Малайзии, и где-то там еще, чтобы произвести тот самый прекрасный карандаш, который держит в руках высказывающийся Фридман. Это очень похоже на конвейер социотехнической сборки, как вы понимаете, да? У Третьякова вещь ехала по конвейеру, и люди подходили к ней на сечениях. А у Фридмана карандаш, мы, правда, не видим этого процесса, да? Тут опять же важно, что Фридман говорит о результате, а не процессе. Но это очень похоже. С тем отличием, что объект Фридмана — это как бы эссенция свободного рынка, да? Вот того самого освобождающего якобы и тех самых работяг, которых мы не видим ни в Южной Африке, ни в Малайзии. Тогда как Третьяков говорит об аккумуляции человеческого труда. Объект Третьякова не имматериален, да? Он аккумулирует конкретные жесты и конкретные потенциальности будущих действий. То есть объекты объекты капиталистической социотехнической сборки отсылают к неким безличным механизмам организации, возможно, имеющим серьезные социальные как бы, дефекты. А объекты другого отсылают к потенциальности, во-первых, аккумулируют человеческий труд, эти самые навыки, и в конечном счете отсылают к потенциальности технической сборки. То есть, грубо говоря, то, что предлагает Третьяков, в отличие вот от этой как бы, лекции о карандаше, это не только предложение увидеть сложность технического производства, да, в котором участвуют не только люди, но и вещи. И не так, как в духе Латура, да, увидеть, что вещи тоже, значит, там, что с ними нужно договариваться и как-то вообще их уговаривать, какие-то предварительные ласки допускать, вероятно. Нет, здесь это совершенно материалистическая теория, в которой свернутые человеческие навыки, аффордансы, которые, если угодно, в этих вещах существуют, позволяют их развернуть и стать любому производителем этих вещей. Да? Фридман не знает, где как бы, карандаши толком производятся, откуда его части, и он начинает с того, что ни один из них не может произвести этот карандаш. Третьяков говорит скорее противоположное. Смотрите, вещи производятся так. Во-первых, в них участвует много разных агентов, а во-вторых, фактически каждый из вас может в эту опературную цепочку включиться. Ну и вторая оговорка, совсем заключением, касается того, что было бы неправильно видеть в статье биографии вещи и вообще в теории Третьякова призыв к объектно-ориентированной онтологии, что, возможно, можно было как бы понять из предшествующих анонсов и так далее. Особенно учитывая акцент этой последней, этой объектно-ориентированной онтологии не на материальных предметах, да, как свернутых историях их производства, и тем более производственных отношений, на чем я настаиваю, а объекты для ООО, тоже характерная, кстати, аббревиатура, это скорее некие феноменологические объекты, которые созерцает потерявшийся постгуманистический субъект, выключенный из всякого производства, а может быть и вытесняющий, да, некоторые производственные отношения, в которых ему приходится существовать. То есть
Отметим, что все провозвестники объектно-ориентированной онтологии по-прежнему существуют в довольно периферийных университетах и в основном самовыражаются в блогах, хотя в России это встречает активное узнавание. В любом случае, объектно-ориентированная онтология имеет дело не с произведенными объектами, которые обнаруживают свою конструкцию и свернутые схемы производства, или обнажают прием в терминах фактографии и формализма. И уж тем более речь идет не о работающих инструментах. Наоборот, речь идет об отбивающихся от рук инструментах, да? То есть об инструментах, деградирующих до объектов без действий, до объектов, с которых мы не знаем, как обращаться, назначение которых нам в сущности неизвестно. И здесь я вижу трагическое и творческое, если угодно, переживание неолиберальных производственных отношений, в которых нам как бы все время приходится выполнять какие-то задачи и иметь дело с какими-то объектами, для которых у нас нет инструментов, ни когнитивных, ни организационных навыков, ни политических мощностей. Нам как бы все время говорят: иди туда, принеси то, не знаю что, иди туда, не знаю куда. И мы как бы должны быстро этому научиться, быстро это выполнить и мгновенно избавиться. Точнее, это знание как бы должно сразу же устареть. И это не просто метафора сломанного молотка, который Харман берет, как, что не секрет, в смысле, но что характерно у Хайдеггера. Но вот за такой ситуацией тянется длительная, опять же, очень простая, может быть, не очень известная, но совершенно материалистическая история труда и занятости. Да, ведь тейлоризм, он возникает как форма изъятия у рабочих неких организационных навыков, знания и передачи его экспертам. То есть опять вы видите, что объекты должны производиться, кто-то должен их производить, но они уже не владеют организационным знанием. Да, с момента прихода консультанта по фамилии Тейлор решено, что рабочие, которые раньше сами организовывали свои дела и поэтому работали со знанием дела, но делали это очень медленно или очень много хотели за это. Вот это знание должно быть больше не сворачиваемо в их инструмент, да, а в какую-то внешнюю вынесенную инстанцию быть. Поэтому он приходит к выводу, Тейлор, что необходимо передать знания рабочих науке. Вот. Но при этом еще сохраняется какая-то рабочая солидарность, основанная на равных заработках, общем расписании и массовом скоплении в больших помещениях. Вот тут, собственно, и появляется неолиберальная идеология, которая во многом обязана Фридману, которая отчасти, кстати, реагирует вот на те самые требования, можно назвать их революционными требованиями, изменения характера труда и занятости, которые сейчас все празднуют. Эти требования сделать труд творческим, в общем, можно сказать, были услышаны. И вот неолиберальная идеология, как бы, может быть, в ней есть что-то и хорошее, но во всяком случае, вот если так фенологически описывать, то, что она делает, она индивидуализирует заработок, расписание и задачи. Да? Вы хотели уважения вашего достоинства, отлично, вот вам индивидуальная премия, которая навсегда разрушит равенство, солидарность, основанная на одинаковой зарплате. Да? Все, больше вы не часть коллектива, которому нечего делить, да, который может выступать только единым фронтом. Вы хотели индивидуального подхода, окей, можете приходить на работу позже или вообще работать дома, чтобы, опять же, не видеть таких же, как вы, да, чтобы не скапливаться в помещениях, где можно начать листовки распространять или что-то еще. В принципе, вы можете вообще присутствовать где угодно, и если вы хотели формулировать свои задачи сами, то и это как бы вам доверяется наконец, да, то есть вот эта пресловутая поговорка «иди туда, не знаю куда», это вот как бы максимум неолиберализма. Ты как бы художник, ты сам себе выбираешь задачу, ты сам ставишь перед собой, желательно невыполнимое, какое-то задание.
То есть неолиберализм, он не просто разрушает вот эти структуры телесной и идеологической солидарности рабочих, но он инструментализирует, да, субъективность, превращает вас в некий приводной механизм производственного аппарата. Даже если, и возможно именно потому, что в данный момент вы находитесь на пляже в Гоа. То есть вам кажется, что вы, наконец, распоряжаетесь своим расписанием и просто иногда отправляете какие-то письма. Вам кажется, что вы, наконец, не ходите в постылый офис, а только работаете дома, но почему-то почти все время работаете. Или вам кажется, что вот вы получили премию, но на самом деле в тот момент, когда вы получаете, у вас нет товарищей, с которыми вы можете что-то требовать. Потому что вот эти самые структуры, вот такая индивидуализирующая неолиберальная экономика разрушает. Вот поэтому, собственно, идеология, которую критиковали лефовцы и вообще марксисты, материальная практика. Да? Потому что идеология, она занимает не головы идеями, да? Она занимает тела делами. Она занимает вас, во всех смыслах слова, на телесном уровне. Причем, если эти дела постоянно менять, то, как вы понимаете, умения и навыки будут постоянно устаревать, да, и будет требоваться еще более эффективная эксплуатация себя. Вот все это как бы является страшным сном, вывернутым наизнанку социотехническим конвейером, о котором говорил Третьяков. Но очень важно видеть вот те зазоры, ту разницу, да, в которой вещи не отбиваются от рук, а в которых мы умело с ними обращаемся. Да? Именно это проповедует Третьяков. И именно это отрицает ультрагуманистическая, с одной стороны, да, риторика неолиберализма, которая при этом приводит к полному профессиональному истощению. То есть, с одной стороны, вам говорят: отлично, у вас есть фантазмы, мы знаем об этом с 1968 года, берите фантазмы, несите их в наше прекрасное неолиберальное производство, все равно у вас нет знаний. Вот у вас точно есть фантазмы, они и будут работать. Почему у вас вдруг не стало знаний? Почему у вас остались только фантазмы? Это связано с тем, что постоянная индивидуализация, постоянная необходимость переучиваться делает вас систематически неуверенным в собственной эффективности, ну и как следствие в собственных знаниях. То есть если каждый день перед вами новые задания, новые инструменты, с которыми вы не знаете, как обращаться, которые отбиваются от рук, как у Хайдеггера или Хармса, то, конечно, вы чувствуете, что никаких знаний, никаких организационных навыков, свернутых в инструмент, больше не существует. Все, перед вами только сломанный молоток, и перед вами только объекты, которые ничего не значат, кроме своего присутствия. Отличие объектов в эре Третьякова в том, что в них всегда аккумулирован человеческий труд и свернута потенциальность человеческих будущих действий. Вот, и в этом смысле я хочу подчеркнуть то, как русская литература, и литература в частности, будучи постгуманистической, но не антигуманистической, может помочь нам бороться с неолиберализмом. Спасибо. Вот меня заинтересовала эта последняя линия про сломанные молотки и отбившиеся от рук инструменты, потому что это такое очевидное эхо искусства как приема Шкловского про то, что искусство — это деавтоматизация. Да, здесь явный такой заход к деавтоматизации, который позволяет нам ощутить каменность камня и вот эту сущность, которую нам приносит искусство. И получается, что вот эта модель, которую предлагает Третьяков, вот этой вещи, в которой свернуты навыки, умение использования, она как-то входит в противоречие с автоматизацией Шкловского. Вот можно получить какой-то комментарий про эволюцию от шкловской деавтоматизации к такой якобы автоматизации Третьякова? Это не эволюция, это противостояние. Причем противостояние в пределах одной редакции. Да, я еще раз вернусь к тому фрагменту, где перечислены все участники. Редактором был Маяковский почти до конца, потом Третьяков перенимает пост. Одним из самых активных критиков, ассоциировавших с движением литературы факта, был Шкловский, ну и Брик еще, не считая Третьякова и Чужака, может быть. То есть проблема в том, что под литературой факта каждый из них понимал свое. Для Шкловского
это был скорее способ деавтоматизации литературы. То есть вот в том классическом стиле перемещения с периферии в центр он рассчитывал, что бессюжетные вещи, описывающие производство, переместятся в центр русской литературы. Ну, как он говорил, не нужно стремиться к большой литературе, да, к тому, чтобы стать советским Красным Толстым. Нужно стоять там, где мы стоим, а стоял он рядом с Третьяковым. И это и будет большой литературой. Это цитата примерно. Вот, то есть для Шкловского это был исключительно литературный инструмент деавтоматизации. То есть парадоксально, да, что литература факта, одновременно описывающая общественное производство, да, и как бы технологизирующая одновременно и литературу, и показывающая, как функционирует реальное техническое производство, для кого-то оказывалась с аргументом и с инструментом, если угодно, тоже деавтоматизации. Но опять, вы слышите, что в самой деавтоматизации звучит очень важный, очень, ну вот откровенно такая заводская фразеология, да, то есть деавтоматизация — это тогда, когда, ну, может, не молоток сломался, но станок остановлен, начинается бессрочная забастовка языка, и именно благодаря ей, как в точности, как для феноменологов, да, со сломанным молотком, мы начинаем чувствовать вещи. То есть Шкловский рассчитывал почувствовать вещи и через вещи литературу, когда они выходят из утилитарного употребления. Это кардинально противоречит вот той, не только, кстати, Третьяковская, не только теория Третьякова, но и Винокура, например, да? Как бы лингвисты, которые, несмотря на то, что они опять все пересекались, печатались в одних журналах, придерживался мнения, что язык газет или язык улиц — это не то, что противостоит поэзии, а то, из чего поэзия берет жизнь, то из чего новая революционная поэзия как бы должна появиться. Вот. То есть здесь есть не столько эволюция, сколько противостояние, и можно увидеть целую панораму, если угодно, значит, вредительских и организационных каких-то вкладов на фабрике этой литературы, да, то есть кроме Шкловского и помянутых уже Хармана и Хайдеггера, которые стремились как-то приостановить языковое производство, вывести язык из его нормального функционирования, здесь будет много, да, то есть все те модернисты, кто были испуганы ускорением процессов, вообще автоматизацией, утилитаризацией, индустриализацией, и ну, не обязательно были фашистами, ну, грезили какой-то более такой прочувственной повседневностью, более, может быть, традиционной повседневностью, или, во всяком случае, более сосредоточенной, они были за деавтоматизацию. Многие другие, и не обязательно, кстати, социалистические авторы, наоборот, говорили, что естественным состоянием языка является то состояние, когда он не бездельничает. Да? Wittgenstein говорит, что проблемы философского характера возникают тогда, когда язык начинает бездельничать, и мы задаемся вопросом, объекты или концепты. Пока мы им пользуемся по назначению, никаких проблем философского характера не возникает, и он использует вот это слово «не бездельничали». И здесь тоже можно увидеть, если угодно, такую форму производственную исповеди. Кстати, никто иной, как Wittgenstein, мечтал приехать в Советский Союз, чтобы работать на заводе. Ему, конечно, не дали, сразу предложили место в университете. Согласно одному из апокрифов. Вот, то есть я предлагаю здесь видеть некоторый фронт даже, не только не эволюцию и не противостояние, но целый фронт вот такой философии языка, которая и искусство, как следствие, настаивает на деавтоматизации, и такой философии языка, которая, как в случае Третьякова, Wittgensteina или Винокура, говорит о том, что естественное состояние языка — это его прагматическое, утилитарное, если угодно, использование, в том числе в искусстве. Вы в конце говорили по поводу инструментализации индивидуализма, да? Вот, ну, субъективности, субъективности, да. Я просто, меня потому что интересовало как раз то, что Третьяков, он же все время очень подчеркивает вот этот, как бы, разницу там
классический герой, да, то, что это мир эмоций, мир очень субъективный, да, и у него там даже есть фраза, что в методе биографии вещи там что-то надо себя изнасиловать, чтобы найти какой-то там вот, ну, какой-то индивидуализм, да. Просто в связи с тем, что вы говорили там про освобождение человека, мне интересно, куда... Просто для меня освобождение человека, я его как раз не вижу, как бы не представляю без индивидуализма и без субъектности. То есть она куда девается? Она подразумевается или вот, что? Да, вот в этом как бы трагедия современного положения вещей и людей, что вот та инструментализация, неолиберальная инструментализация субъективности, о которой я говорил, в котором вы как бы можете быть творческими, вы можете каждый день менять работу, даже если вы не хотите, вы должны это делать. И задача, она мыслится как бы вот некоторым единственным вариантом будущего, да, по отношению к которому можно только как бы откатить назад, где были, значит, даже еще не станки, а какие-то ремесла, гусли там. И, ну, как бы я намекаю, например, в том числе на некоторые марксистские теории чувствительности к производству, как в случае Arts and Craft, например, да. То есть та модель инструментализации, которая навязывается сегодня, она подразумевает возможность отката, который будет неизбежно консервативным. То есть, грубо говоря, либо полное вот такое растворение в задачах, да, которые как бы сваливают с ним, либо некоторое уединенное, сосредоточенное, может быть, мыслительное, да, такое существование. Вот Третьяков это и теория биографии вещи, это как бы тот третий путь, да, как бы та упущенная перспектива, которую я в последних словах там назвал постгуманистической, но не антигуманистической. Да? То есть чем, еще раз, Третьяков отличается от той программы, который можно назвать как бы субъекта с отбивающимися от рук инструментами, да, в том, что здесь происходит сотрудничество. Здесь происходит не просто открытие того, что какие-то вещи теперь нами управляют, и мы не знаем, что с ними делать. И из-за этого мы должны вернуться к блаженному прошлому, где человек был субъектом, суверенным творцом всего в мире. То есть выбор такой, что либо вы все-таки признаете права вещей, либо вы как бы в духе такого как бы консерватора, да, антивещественного консерватора, вы возвращаетесь там, чуть ли не к возрожденческой парадигме. Нет, есть третий путь, где люди и вещи сотрудничают, где они не просто вот как бы наделены равными правами. Ну, я не знаю, можно взять метафору, там, например, мигрантов, да, или же прав женщин. Как бы там феминизм, он же не говорит, ну, в всяком случае, большинство версий феминизма, они же не говорят о том, что необходимо убить всех мужчин, да, и вот как бы тогда наступит нормальная жизнь. Нет, речь идет о том, что права должны быть перераспределены иначе, социальные шансы, политические права и так далее должны быть распределены иначе. То же самое говорит Третьяков относительно вещей. Он не говорит, что вещи должны полностью заместить человека. Об этом говорят большинство вот тех, ну, как бы иногда очень интересных, но все-таки теоретических и художественных движений, существовавших в капиталистическом контексте, да, как, например, новый роман. Или как, например, феноменология, да, которая, я имею в виду современная феноменология, которая видит, как я уже сказал, в объектах то, с чем мы не знаем, как обращаться, и мы можем только признать их молчаливое и величественное, наверное, присутствие, то есть как бы самоумолиться. Третьяков да, конечно, он там тоже в духе эпохи говорит о том, что человек должен быть как бы смещен с пьедестала, но потому что пьедестал вообще не нужен. Да? То есть он не предлагает на этот пьедестал водрузить вещь, как, например, новый роман. Нет, он говорит, что вместо пьедестала должен быть конвейер, должен быть станок, где человек и вещь будут друг друга обрабатывать. То есть, опять, понимаете, человек не просто так, как бы удален, смещен, да, вот в таком политическом смысле, и теперь всем заправляет вещи. Нет, он и просто подходит там к этому социотехническому конвейеру. Нет, он
он как бы сам обрабатывается вещью и обрабатывает ее. То есть это вот те самые отношения трансдуктивного типа, где одно не существует без другого. Вот. И в этом смысле, на самом деле, очень схожие интуиции были у Шкловского, который во всем был скорее за деавтоматизацию, но он, по-моему, в «Сентиментальном путешествии» он говорит, если я ничего не... нет, в «Третьей фабрике», по-моему, он говорит о том, что вещи производят нас, а не только мы вещи. Если вы хотите добиться от женщины ответа, добивайтесь, пока она не переоделась или не сходила в душ, потом она наденет новое платье, и ее мнение целиком изменится. Да? Вот, кстати, пример объектно-ориентированной интуиции. Если такая вещь, как одежда, меняет строй мысли, значит, вещи как-то действовали уже у Шкловского. Вот. Другое дело, что у него вещь часто эротизирована, и вот, соответственно, и так далее. Для Третьякова, одним словом, вещь — это не то, что скинет человека с корабля современности, а то, во взаимодействии с чем человек должен раскрыться, и в чем он на самом деле всегда существовал, если в литература этого не замечала. Можно тогда еще? Просто мне интересно, вот про сотрудничество вещей и про отсутствие пьедестала, да, это я понимаю, мне просто интересно, собственно, кто в его понимании этот человек, который стоит у конвейера, потому что у меня ощущение, что это как бы это не... это полный как бы человек, в котором стерта как бы любая индивидуальность, это просто некий типаж. То есть, ну, как, я не знаю, как режиссер иногда может выводить героя, характер, индивидуальность, а иногда он выводит типаж. То есть мне кажется, что у него этот человек — это типаж, совершенно лишенный какой-то индивидуальности. Или это предполагается, что этот типаж, он как бы станет индивидуальностью от общения с вещью? Да, спасибо, я понимаю. Дело в том, что, да, вот действительно производитель, персонаж, герой или автор, как производитель, по выражению Беньямина, не носит как бы каких-то личностных черт. Он существует как производственная единица, да, и в этом смысле опять, может быть, слышатся какие-то вот такие отзвуки 30-х годов, значит, где там стиралась индивидуальность. Но опять, индивидуальность может стираться по-разному. Да? Да, действительно, Третьяков говорит, что литература была слишком повернута вокруг романтического героя. Но это как бы то, что он предлагает снять, этот романтический невроз героического любовника и героя, это как бы просто естественный ответ на длительный перекос, да, который имел место. То есть, опять, он не предлагает избавиться от людей. Обратите внимание, да? Роб Грие в своих манифестах, которые почти дословно совпадают с некоторыми пассажами из биографии вещи, он говорит о том, что вещи, вот они такие непонятные, вот они существуют, мы не знаем, что с ними делать, но вот смотрите, они существуют совершенно неотменимым образом, ни наука с ними не может совладать, он там дословно как бы это почти цитирую, он говорит, что объект — это то, во что не может проникнуть ни наука, ни художественная интуиция, мы должны только зафиксировать их существование. Вот пример, когда объект заменяет человека, то, что можно назвать вполне антигуманистическим. С другой стороны, объекты действительно существуют, и нужно увидеть те операторные цепочки, в которых как бы мы с вещами производим друг друга. Да? То есть не только мы, то, что мы производили, никто не сомневался, потом все засомневались, и потерялась мысль о том, что мы все-таки продолжаем взаимодействовать, да? Не только они на нас оказывают влияние. В общем, вот, может быть, здесь стоит иметь всегда в уме, ввиду аналогию там, с феминизмом или с какой-то другой онтологической и политической одновременно борьбой. Да, то есть понятно, что первое время имеют место и перекосы, но нужно увидеть, или как в случае с пролетарской борьбой, да, вы же понимаете, что вот там у того же Платонова, с одной стороны, буржуев надо расстрелять, с другой стороны, может, зря мы их расстреляли, теперь не с кем бороться. Как бы. Вот. То есть любые пореволюционные перекосы или любые манифестарные перекосы не избавляют от ответственности, от необходимости видеть как бы более комплексный, более диалектический характер. Или трансдуктивный, как это предлагает называть Симондон. Да? Вот то, что я говорил о жесте и инструменте.
это те отношения, которые не существуют друг без друга. И точно так же вещи и люди — это не то, кто должен бороться за то, чтобы быть репрезентирован в культуре, в литературе или занять там место в парламенте, как предлагают некоторые философы. Нет, вещь — это то, в чем систематически, во взаимной обработке, с чем существует человек. Вот и все.